Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Вы, конечно, помните тот эксперимент, то лоскутное одеяло, которое я шила из тканей, купленных в интернет-магазине «1 метр ткани». Это все наши российские ткани, поплин и шуйская бязь. Не все ткани я использовала, некоторые поменяла, но у меня остались уже раскроенные квадраты 15 на 15 сантиметров. Я их повертела, покрутила. Решила мельче уже не резать, а сделать самую простую раскладку и шить лоскутное одеяло на скорую руку. Я не люблю без особой необходимости резать хорошие ткани. Бесконечный цикл – это дать сонному человеку треугольное одеяло. Раскладка у меня получилась 9 на 11 квадратов. Сшивать полотно будем частями. Мысленно разделим его на 4 части. Потом вертикальным швом на гирлянду собираем 6 квадратиков из первой и второй колонны. Нитки не обрываем. Также попарно потом сошьем вместе лоскутки из третьей и четвертой колонки, а потом соединим их вместе. При таком способе шитья экономим время и нитки. Смотрите, вот так у нас выглядит полотно, прошитое по вертикали. Все держится на соединительных нитках. Вы видите здесь разрезы, дырочки эти. Теперь, когда будем прошивать его по диагонали, у нас швы никуда не денутся, и все углы ровно состыкуются. Перед тем, как сшивать, всю заготовку проутюжим. Швы будем заглаживать в разные стороны. То есть сначала в первой полосе мы заглажим, допустим, от себя, во второй полосе швы будем заглаживать на себя. И стыковка углов в таком случае у нас получается красивой и аккуратной. Таким же образом мы прошиваем и соединяем все остальные квадраты. Холодно стало спать. Я в раздумьях. То ли сшить второе одеяло, то ли замуж пора. Мужик, конечно, обнимет, но одеяло зато не бесит. Смотрите. У нас получилось 4 больших блока. Вот теперь надо прикинуть свои силы и определиться, как шить дальше. Размер заготовки получается 125 на 150 сантиметров. Ну, понятное дело, что для большого полноценного одеяла надо еще увеличивать размер. Увеличивать размер будем за счет каймы. Но у меня простая бытовая машинка с маленьким рукавом. И протягивать на ней большое полотно синтепоном – это удовольствие еще то. Если есть такие мастера, то работайте, а я жить хочу. Но простегать отдельно полотно размером 125 на 160 это вполне реально. Поэтому все 4 детали соединяем вместе. А теперь готовим центральную часть одеяла к стежке. Видите, какую красивую бежево-коричневую ткань я приготовила для обратной стороны. Почему именно такую взяла? Это бязь. Ширина 2,20, приятной немаркой расцветки. Размер этого полотна выкраиваем сантиметров на 15-20 больше лоскутного верха. Расстилаем его на ровной поверхности, лицом вниз, и сверху укладываем слой синтепона. Синтепон тоже немного больше лоскутной части. Лоскутную часть укладываем ровно. Теперь весь этот сэндвич закалываем английскими булавками. Почему не просто иголочками? Потому что с полотном мы будем потом работать, поднимать его,
переносить, скручивать. Поэтому, чтобы не уколоться и чтобы иголки у нас не выпадывали, пользуемся английскими булавками. Их надо много. Чем больше вы их зацепите, тем легче и ровнее пойдет стежка. Простегивать надо начинать от центра. Но в этом одеялке мне захотелось начинать с края. Так тоже можно делать. Стегать буду просто в шов по квадратам. Свободный конец, чтобы не мешал, скручиваем в трубочку и таким образом протягиваем полотно через рукав швейной машинки. Работаем аккуратно, не торопясь, ткани подтягиваем и равномерно укладываем. Строчку ведем сверху вниз, в конце нитки отрезаем и начинаем стежку опять сверху. Так прошиваем все полотно. Если вы заболели, то надо сварить картошечки, залезть под одеяло и дышать над ней. Еще захватите вилку, грибочки, водочку, чтоб уж точно помогло. После того, как мы простегали его в одном направлении, можно немного подрезать лишние края и потом прошиваем его уже по горизонтали. У нас все хорошо и ровно соединено. Я специально не делаю более густую стежку. Мне хочется сохранить мягкость покрывала и объем синтепона. Отдельно готовим кайму для одеяла. С каждой стороны к центральной части будем добавлять по 20 сантиметров. Также готовим сэндвич. Нижняя ткань, синтепон, ткань каймы. Все закалываем английскими булавками. Ширину берите такую, какую надо, а длину лучше сделать побольше. Лишнее потом отрезать. И сразу намечаем линии для стежки. Я рисую мелом самый простой вариант. Уголочками. Считаете женщину слабым полом? Тогда попробуйте ночью забрать у нее одеяло. После того, как простегали кайму, отрезаем лишнюю ткань. Переходим к работе с центральной частью. Сначала будем пришивать кайму с двух длинных сторон. Для этого нам нужны соединительные бейки. Бирюзовая шириной 5 сантиметров, а бежево-коричневая 3 сантиметра. Их приставляем к краю центральной части и пришиваем. Бирюзовая бейка с внешней стороны, ее складываем вдвое, а бежевая с обратной стороны. После этого к бежевой бейке подшиваем синюю часть, кайму. После того, как проложили строчку, детали разворачиваем, раскладываем прямо и прокладываем строчку по бирюзовой части. Но этот способ соединения деталей я уже не раз показывала. Так мы очень аккуратно пришили синюю кайму с двух сторон. Остается только закончить, закрыть две другие стороны. Обратите внимание, когда я пришивала кайму с другой стороны, то в том месте, где начинается центральная часть, меняла цвет бейки. А окантовку делаем из бейки шириной 5 сантиметров. В самом начале пришивания ее загибаем. Уголочки, как прошивать, тоже уже показывала. Оставшийся свободный конец бейки накладываем на начало и только потом отрезаем. С другой стороны бейку подшиваем тоже на машинке. И у нас получается ровное и красивое соединение. Засыпать вместе – это романтично. Сначала. А потом
Лежи и слушай храп, получи локтем в глаз, прощай одеяло, привет пол. Лоскутное одеяло получилось вот такое яркое, нарядное и красивое. А с обратной стороны все очень аккуратно и красиво. В общем, девочки, вы уже догадались, что у меня аллергия на зиму. Я вся покрываюсь одеялом и все время сплю. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Всем пока-пока и до новых встреч. С вами была Полина.